Японский автогигант Toyota представил обновленную версию спортивного хот-хэтча GR Yaris. Делая на него обзор, нельзя не заметить, что модель всегда выделялась среди конкурентов того же класса. Ведь это не просто городской автомобильчик с мощным мотором, а довольно перспективная заготовка для автоспорта. К его разработке Toyota подошла с традиционной японской практичностью, объясняя все нововведения исключительно функциональностью и даже внешней. Например, необходимость многосоставного бампера вместо монолитной детали показал опыт участия в раллийных гонках, поэтому он разделен на 5 частей, потому что так быстрее и дешевле менять поврежденные элементы. Этим же обусловлен отказ от противотуманок, и это касается всего, даже казалось бы мелочей в виде стоп-сигнала. Раньше он размещался на верхнем спойлере, что оказалось ненадежным при приземлениях после прыжков. Теперь же его поместили между основными задними фонарями. Еще более нестандартным решением стал полностью самобытный интерьер, почти не имеющий общих деталей с обычным Ярисом. Все дело в том, что интерьер стандартного хэтча не блещет обзорностью, ведь все лишние элементы, такие как торчащий планшет медиасистемы и свисающее салонное зеркало, превращали лобовое стекло в сплошную слепую зону. Теперь же новая угловатая передняя панель не только по-спортивному окружает водителя, но также позволила опустить мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма до 15 мм. Салонное зеркало приподняли, а кресло водителя наоборот опустили. В итоге улучшилась не только обзорность, но и удобство посадки за рулем. Для повышения жесткости кузов имеет больше сварочных точек и клеевых соединений. В подвеске используются спортивные амортизаторы с такой же повышенной жесткостью и усиленными креплениями, хотя схема осталась прежней: Макферсон спереди, а сзади многорычажка. При этом передние стойки крепятся к кузову большим числом болтов, что не дает им смещаться при высоких нагрузках. Передний дифференциал Торсон обрел дополнительный воздухозаборник, а вся система полного привода – новые алгоритмы управления. Базовый режим Normal с распределением тяги по осям 60/40 сохранен, но появился пресет Gravel 53/47, а в режиме Track распределение тяги теперь варьируется до 60% на переднюю ось, а на заднюю до 70%. Не менее внушителен список других технических доработок. А на 6-литровый трехцилиндровый турбомотор отныне имеет повышенное давление воздуха, облегченные поршни со износостойкими кольцами и увеличенное давление впрыска топлива с новым датчиком, а впускной коллектор и интеркулер теперь оснащены системой орошения водой. Все это позволило повысить мощность с 272 до 304 лошадиных сил, а крутящий момент с 370 до 400 ньютон-метров в японской спецификации. Но, пожалуй, главной особенностью стал 8-ступенчатый автомат японского производителя Aisin, специально разработанный для спортивного Яриса. Он имеет усиленный гидротрансформатор и дополнительный радиатор для более интенсивного охлаждения. Программное обеспечение настроили таким образом, чтобы трансмиссия четко подстраивалась под поведение водителя и даже предвидела его намерения, а время перехода на другую ступень подбирается еще с учетом того, как водитель использует педали газа и тормоза. Тем не менее, это не означает списание классического варианта. Шестиступенчатая механика по-прежнему в строю, и более того была модифицирована новым механизмом переключения. И хотя версия с автоматом весит на 20 кг больше, на треке она показала лучшую динамику в сравнении с механической коробкой. Обновленный GR Yaris уже доступен для предзаказа, однако точные цены станут известны только ближе к лету, на которое назначен официальный старт продаж. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал в YouTube, Telegram и остальные соцсети. Все ссылки в описании.